Задушить получилось. Это было непросто, но я справился. Всем привет, друзья! На этот раз подводки о том, что все больше разнообразного инструмента выпускают аккумуляторным, не будет. Устал я этому уже удивляться, друзья. Тем более сегодня у меня в обзоре аккумуляторная ленточная машина от DeWalt. Обзор на DeWalt DCW220. Вообще, DeWalt не особо стремился в нишу ленточных шлифовалок. И вот, наконец, выпустил свою обновленную и сразу аккумуляторную. Давайте посмотрим с вами, что из этого получилось, попробуем ее в деле и, самое главное, проверим, насколько хватает аккумулятора при работе ленточной шлифовальной машинкой, учитывая, что энергопотребление должно быть у нее колоссальным. Итак, в коробке помимо самой машинки вы найдете также мешок для пылеудаления. И вот такой переходник, если у вас по какой-то причине нету пылесоса с системой AirLock, на которую эта машинка изначально рассчитана. По самой машинке каких-то особых инноваций в ленточную шлифовалку и не добавишь, но DeWalt попробовал. Например, система, позволяющая включить ваш аккумуляторный пылесос вместе с машинкой. Вот ее символ. Также у этой машинки якобы очень хорошая стабилизация оборотов, что мы, несомненно, проверим. Ну, регулировка оборотов тоже есть. Самонатяжка ленты, центровка ленты таким винтом. Вот так нормально, да. Это все то, чем нас особо не удивить. В комплекте идет 80-я лента, и обратите внимание, что установлена вот такая антифрикционная пробковая пластина, которая уменьшает трение и увеличивает время работы машинки. Ну и мощность, можно сказать, тоже увеличивает, потому что трение в этом месте нам не нужно. Ну, это еще один расходник, который вам придется покупать. Не часто, но все же. Мне нравится то, что эта часть, вот эта вот часть, выполнена из сплава. И в случае, если у вас лента будет уходить в эту сторону, то протереть сплав будет значительно сложнее, чем, например, пластик. Вот это большой плюс. По весу машинки, например, с пятеркой, я не скажу, что она особенно тяжелая. Видали, и потяжелее. То есть вес вполне себе такой, какой должен быть. Здесь у нас плоскость, то есть вплотную к стенке мы работать сможем. Обратите внимание на профиль. Ну что, друзья, начнем с проверки мощности. Для этого будем использовать аккумулятор PowerStack. Как известно, у него вообще нет лимита мощности. Она бесконечна. Затем мы с вами возьмем пятерку и попробуем поработать беспрерывно этой машинкой и посмотрим, насколько хватит этой пятерки. Работать будем с лентой гридностью 80. Поехали! Итак, сначала проверка мощности. Ставим максимальные обороты. Я буду поддавливать сейчас. Жаль, что выхлоп находится с этой стороны. Я бы хотел, чтобы вы увидели, как много будет продуктов шлифовки выбрасываться, чтобы понимать эффективность машинки. Ну ладно. Мы делаем это вот так. Если честно, я уж думал, не получится. Машинка сопротивлялась как могла. Задушить у меня ее получилось. Посмотрим, на каком уровне аккумулятора. Он был полностью заряженный, когда я начинал. Осталось 2 ячейки. То есть он за буквально, там, я не знаю, полминуты подсадил одно деление 1,7 аккумулятора. Задушить получилось. Это было непросто, но я справился. По продуктам шлифовки вы видите, что машинка достаточно эффективна, если так можно судить, конечно. Сейчас я надену мешок и буду работать впредь в мешке, потому что хочется быть чистым. Итак, пятерка. Мешок. GoPro-шку поставим подальше. И поехали. Постараюсь вообще не выключать машинку. Буду шлифовать беспрерывно и засекаем время. Да-да, это ускорение в 50 раз. Все.
статикой бьется немножко от трения, видимо. Итак, первое впечатление. Конечно, пятерку она высаживает быстро, но я скорее устаю быстрее, чем пятерка, потому что крутящий у нее хороший, вырывается она прилично. И хотелось бы чуть больше оборотов по сравнению с сетевыми, но тем не менее, все хорошо, это полноценный инструмент, и я удивлен скорее в хорошую сторону. По ощущениям. Сбалансирована очень хорошо, ее тянет только в одну сторону по движению бумаги. Далее, что касается времени работы, вы посмотрите результат, но я скорее устаю быстрее, чем эта пятерка. В целом, достаточно быстро садит, но вы скорее устанете быстрее, чтобы непрерывно так работать. Поэтому все равно у вас будет наверняка несколько аккумуляторов. Аккумулятор нагрелся, но не скажу, что критично. Поэтому, в целом я могу сказать, что мне понравилось. Начинается дождь, заканчивается обзор. Всего вам доброго, друзья. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь роликом. Все, дождик.